И все эти цитаты, они из Джавадханы. Chapter 23, 24 and 25. Главы 23, 24, 25. So these are some of my favorite quotes. Это мои самые любимые цитаты. Which I quote before I start chanting. Которые я обычно цитирую перед тем, как я начинаю повторять Святое Имя. Especially the page 1. В особенности первая страница. So, number 1 again. Первое. Святое Имя — единственный друг дживы в материальном мире. Номер 2. Из 64 анг видов бхакти Шринама является самым могущественным принципом преданного служения. 3. Самый главный принцип преданного служения — это Шринама Сарва Шештха Нама Санкиртана. Из 9 видов преданного служения самым важным является постоянное воспевание Святого Имени. Избегая нама Партхи, преданный с легкостью достигает премадханы. Цитируя Шрилу Дживу Госвами в Бхакти Сандартхе, главным методом достижения любви к Богу является воспевание Святого Имени. Кротость и смирение привлекают внимание Кришны. 4. Шринама не связана с материальным миром. 5. Все остальные анги и виды преданного служения присутствуют в воспевании Святого Имени, хотя и не всегда очевидны. As we become more advanced, как только мы становимся более продвинутыми, we realize that all the other angas are present in the holy name. И мы осознаем, что все другие анги преданного служения не присутствуют в Святом Имени. But in the neophyte stage, we only understand that with our intelligence. Но на начинающей стадии неофитства мы только осознаем это с помощью интеллекта. We haven't realized it. Мы еще не осознали это. Number 6. Номер 6. В материальном мире только самые удачливые люди воспевают святые имена. The word is svabhagya. Very fortunate. Очень удачливые люди. Remember yesterday now we read from Srila Bhaktivedanta. Вы помните, вчера мы читали из Шрилы Саратхи. A Kanishta Bhakta can deliver 3 generations of past and in the future. Конечно, Бхакта, он может освободить 3 поколения вперед и назад своих родственников. And the word Nistara. Nistara means to deliver. Ништара значит освобождение, освободить. So, and then Bhaktivedanta, he said the Madhyam can deliver Nistara 14. И Мадьяма Бхакта может освободить 14 поколений вперед и назад. So you should all try to become Madhyam. И каждый из нас должен попытаться стать Мадьямой Бхактой. And you can deliver so many of your family members. И вы сможете освободить множество своих членов своей семьи. From the past. Из прошлого. And those that have not been born. И даже те, кто еще не родились. This is what Srila Bhaktivedanta is saying. Это то, что говорит Шрила Бхактисиданта. In a talk in 1925. В своей лекции в 1925 году. And then he says the Mahabhagavat. Он говорит, что Маха Бхагавата 100. 100 поколений. And then that quote from the Chaitanya Bhagavat. И он цитирует из читания Бхагавата. It says a Vaishnav can liberate. Вайшнав может освободить. Laksh yojan. 1 лак йоджан. Yeah, lakh is. What is lakh? Что такое лак? Сколько тысяч? 100,000. Yojan. 1 йоджана, что это? 8 miles. 8 миль. So 800,000 miles. 8 сотен тысяч миль. Which is over 1 billion. Что значит больше 1 миллиона? 1 million kilometers. Can liberate everyone in that area. Освободить всех, которые находятся в этом районе. Chaitanya Bhagavat says this. Это цитируется в читании Бхагавата. And Lord Srila Bhaktivedanta quotes it. И Шрила Бхактисиданта цитирует. So now number 7. 7.
Святое Имя содержит в себе всю Кришна-лилу. The entire panorama of Krishna's Leela is contained in the holy name. So contained in the holy name are all Krishna's pastimes. То есть все содержится в Святом Имени Кришны, все его игры. But we're going to just go forward to number 11. Мы сейчас пойдем немножко вперед к 11 номеру. Read. Основные имена Айшвария достигает Вайкунтхи, Мадхурия достигает Браджи. Вторичные имена. So there is primary name and secondary name. Существуют первичные имена и вторичные имена. So secondary name is the name of God in reference to this material world. И вторичные имена являются именами, которые относятся к этому материальному миру. Like Paramatma. Как, например, Параматма. Parabrahman. Парабрахман. Jagannath Balaram Ki. Even the name Jagannath. И даже имя Джаганатхи. What does it mean? Nath. Что это значит Натх? Lord. Он. Jagat. This universe. Джагат — это Вселенная. So these are secondary names of God. Это вторичное имя Бога. And primary names of God И первичные имена Бога, is also split into two. они также делятся на две части. Primary and secondary. Первичные и вторичные. And primary, secondary names А вторичные имена as Aishvya Gyan names. это имена Айшвария Гьяны, Names which contain Aishvya Gyan mood. которые содержат настроение Айшвария Гьяны. Vishnu, Narayan, Nrsimhadev, Ram, Dwaka Krishna, Trivikram, Vaikuntha names. Это имена Господа Свайкунтхи. And then Madhurya names, И Мадхурия, имена Мадхурии, Radharaman, Shyamasundara, Madan Gopal, Madan Mohan, Gopinath, Radhanath. These are the primary names это является первичными именами Бога, because it's Madhurya. потому что это имеет настроение Мадхурии. It refers to Krishna's sweetness. Это относится к сладости Кришны. And then the Vishnu names is Aishvya Gyan. И имена Вишну это содержит настроение Айшвария Гьяны. Gyan means knowledge of Krishna's reverence. И Гьяна значит знание о благоговении Кришны. There's reverential respect. То есть это почтительное благоговение. Do you understand the difference? Вы понимаете разницу? So Prabhupada just encouraged us to chant Krishna's name. И Прабхупада нас вдохновляет повторять имена Кришны. Because just like Krishna contains all the expansions and incarnations, Так как Кришна содержит все экспансии и инкарнации в себе. so Krishna's name also includes all other names. И поэтому имя Кришна содержит все остальные имена. So when you chant the name Krishna, you get the benefit of all names of God. И поэтому, повторяя святые имена Кришны, мы можем получить всю выгоду, всю пользу от повторения остальных имен Бога. So as we chant more purely, Как только мы начинаем повторять чище, going back to number 7, мы сейчас читаем 7. gradually the Lord's pastimes appear. Постепенно имена лилы Господа, игры проявляются в Святом Имени. There's a sequence. Есть последовательность. Nam, Rup, Gun, Leela, in that order. В этом порядке. It's in that order. Это в этом порядке идет. Нама, Гуна, Рупа, Лила. It doesn't start with Leela. Не начинается с лилы. It starts, you chant the name. Вы в первую очередь повторяете имя. So, someone called Sergey, let's say, is outside. Сергей. Let us say, for example, someone called Sergey is outside. Кто-то зовет Сергея, из, For example. например. So I know he's there. Я знаю, что он там.
but I can't see him. но я не вижу его. So first I call him. То есть сначала я зову его. Sergey, Sergey, Sergey. Сергей, Сергей. Sweta, Sweta, Sweta. Света, Света. So first Nam. Первое имя. Then Sergey hears his name being called. И Сергей слышит свое имя, которым он был And назван. he comes into the door. Он заходит. So now I see him. И сейчас я вижу его. So Nam, then Rup. Первая нама, потом рупа. I see him. Я Rup. вижу его рупу. And then when I see him, I think about his qualities. И когда я вижу его, я начинаю думать о его качествах. Oh, Sergey, very good Pujari. О, Сергей был хороший пуджари. Oh, Sergey, very handsome. Какой он привлекательный. Sergey knows Bhagavad Gita. Он знает Бхагавад-гиту. Sergey is very humble. Он очень смиренен. Oh, Sweta is such nice devotee. И Света такая хорошая, преданная. Sweta is very humble. Она такая смиренная. She never talks and uses her mouth. Она никогда не говорит. She never talks and opens her mouth. Она никогда не говорит, не открывая своего рта. I like Sweta. Я люблю Свету. So Nam, first call the name. Сначала мы повторяем имя. Rup, you see the person because the person comes. Мы видим личность, мы видим ту, которая входит. Then Guna, you think of the qualities. И потом гуна, это качество этой And then личности. the last thing, Lila, they do things. И последнее, что мы видим, это лила, это то, что они делают. Oh, he's coming here and giving me То Mahaprasad. есть они заходят и дают мне махапрасад. He's coming here and giving me donation. Или дают мне пожертвы. So Nam, Rup, Gun, Lila, in that order. То есть в этой последовательности развивается повторение святых. So Lila includes everything. И лила включает в себя все. And going backwards, Guna doesn't include Lila. И поэтому гуна, она не включает в себя лилу. Guna means qualities of А God. гуна значит качество. And Rup doesn't include the qualities or the Lila. You just see Lord Chaitanya. И рупа, она не включает в себя лилу, если мы видим Господа Чайтанью. So this is the sequence. Nam, Rup, Gun, Lila. Это есть последовательность. Нама, гуна, рупа, лила. So the entire panorama, the entire what's the word for panorama? Everything of Krishna's Leela is contained in the holy name. Все лилы Кришны, они содержатся в святом имени. But if you chant Ram's name, Но если мы повторяем имя Рамы, then if you're emphasizing on Ram, если мы акцентируемся на Раме, you're going to get more the Ram Leela. и тогда мы погружаемся в Рама лилу. And this is what Hanuman wants. Это то, что хочет Хануман. Hanuman is not interested in Krishna's. Хануман, мы знаем, он не заинтересован в Кришне лиле. Like, and if you are like the Prahlad, Если мы хотим говорить о Прохладе or the Dhruva, или Друве, then what name are you chanting? какие они имена повторяют? Shantosa, Shantosa, Shantosa. No, you're chanting Так, что они повторяют? Namo Narayan Namaha. You're chanting the Narayan name. Они повторяют имя Нараяна. Yeah. But now at our lower stage, we don't know what is our relationship. Но на низшем уровне мы не знаем, какие наши взаимоотношения. We don't know whether we have eternal relationship with Krishna or Ram. Мы не знаем этого, имеем ли мы отношения с Кришной, либо с Рамой, Or Nrsimhadev perhaps. или, возможно, с Нарасимхадевом. We haven't realized it. Мы еще не реализовали этих вещей. So if we just concentrate more on chanting the name Krishna, that includes all other incarnations. То есть поэтому мы концентрируемся на повторении Святого Имени Кришны, которое включает все остальные инкарнации. Krishna's avatari, Кришна является аватарией, the source of all avatars. который является источником всех остальных аватаров. But gradually, as you chant the name of God, И постепенно, пока мы повторяем Святое Имя Бога, you'll find your mind becoming attracted и мы находим свой ум привлеченным to certain types of pastimes. к определенным видам игр Господа.
Maybe the cowherd boy is with Krishna. Может быть, мальчики-пастушки с Кришной. Maybe Mother Yasoda. Может быть, мама Ишода. Maybe the gopis. Может быть, гопи. Sometimes people have what is called passing sentiment. Иногда люди имеют такие приходящие сентименты. Like little sentimental. И немножко сентиментальные So вещи. I'm not talking about that. I'm talking something much deeper than that. Я не говорю о таких вещах, я говорю о более глубоких эмоциях. Where your intelligence Когда ваш интеллект is repeatedly attracted. повторно привлечен. Pona, 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 again and again and again. Снова, снова и снова. Snova, snova, snova. To a particular pastime. К определенным играм Господа. Or particular pastimes. Или определенным лилам. Yes. So this will naturally happen as you advance. Это, естественно, случится, если вы продвигаетесь. So number 8. Номер 8. Цитата из Чайтанья Чаритамриты, Ади 8.16, комментарий. Мы должны достичь понимания, что Святое Имя Господа не отлично от Верховной Личности Бога. Пока мы не начнем воспевать без оскорблений Шудханама, мы не сможем достичь этого осознания. И 9. Цитата из Чайтанья Чаритамриты, Ади 8.16, комментарий. Общение со Святым Именем посредством воспевания равнозначно непосредственному общению с Верховной Личностью Бога. So to associate with the holy name is to associate directly with Krishna. Итак, общаться, повторять Святое Имя, это непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога. Yes, you can associate directly. То есть мы получаем непосредственное общение. But again, we haven't realized that. Но мы до сих пор не реализовали этих вещей. So that's a big problem. Это есть большая проблема. You know, it's like you're chanting Krishna's name, you're talking to Krishna. Это как мы говорим Святое Имя, мы говорим непосредственно, обращаемся к Кришне. When we say Hare Krishna mantra, please engage me in your service. Мы говорим Харе Кришна, пожалуйста, займи меня в твоем преданном служении. Hari, we're addressing Radharani. Хари значит обращение к Радхарани. But sometimes also falling asleep. Но иногда мы засыпаем во время повторения. It's like you go and see you go for interview at work. Например, вы отправляетесь на встречу для того, чтобы получить работу. And for big job. Для хорошей работы. And there's CEO, managing director. Например, менеджер в крупной компании. Big rich man, billionaire. И он является большим человеком, миллионером. And your name is Sergey. И ваше имя Сергей. And he says, so Mr. Sergey, И он говорит, мистер Сергей, what type of job do you want? какого типа работы вы можете выполнять? And Sergey goes, Sergey's looking around. И Сергей так смотрит по сторонам, ничего не может понять. Thank you, Sergey. And then the manager says, Sergey, I'm talking to you. И менеджер опять говорит, Сергей, я разговариваю с тобой. And Sergey goes, И он опять смотрит по сторонам на время. and then the manager goes again, Sergey, do you want this job? Then look at me and talk to me. И менеджер опять говорит, Сергей, ты хочешь эту работу? Смотри на меня. And then Sergey falls asleep. И он просто засыпает на ходу. So when we chant Hare Krishna, И когда мы повторяем Святое Имя, we're having audience with Krishna. мы имеем непосредственную встречу с Кришной. Hari is Radharani, Хари является Радхарани and then her expansions. и ее экспансией. Lord Chaitanya is Krishna. И Господь Чайтанья является Кришной. They're in front of us. Он непосредственно перед нами. We're talking with them, И мы говорим с Ним. and yet we're going Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. А мы делаем так, да? Hare Ram, Hare Ram. We're looking around. Мы смотрим по сторонам. If there's a window, we look out of the window. И если там окно, мы любим заглянуть в окошко. We see the neighbors. Мы смотрим на соседей.
Like babushka. Бабушка там проходит. You know, if TV is on, then TV. И если там телевизор включен, это вообще классно. Superman, Batman. Супермен, Бэтмен, Formula One racing. Формула-1 гонки, European Cup final. Европейский кубок, финальные гонки. So we're not concentrating on our chanting. То есть мы не концентрируемся на своем повторении. This is unfortunate. Это очень неудачно. It's called vikshepa. Это называется викшепа. Vikshepa, distraction. Это отвлечение. We are distracted. Мы отвлечены постоянно. Bhaktivinoda Thakur writes, Бхактивинода Тхакур пишет: by your own effort, вашими собственными усилиями, you can never overcome or avoid vikshepa. Своими собственными усилиями вы никогда не преодолеете викшепу. Turn to the back, second page. Вторая страница. Down the bottom, number 8. Номер 8 внизу листа. Harinam Chintamani, Харинам Чинтамани. Pramada. Прамада. Read that. О прамаде. Невнимательное повторение святого имени. Самостоятельно джива не может избежать иллюзии невнимательности викшепа. Но по милости Господа она легко преодолевается. Поэтому невероятно важно в смиренном духе возносить горячие молитвы о милости Господа. В этом заключается единственный метод освобождения от материальных оков. So it is impossible for the jiva, us, Невозможно для дживы, то by our есть own efforts, нашими собственными усилиями, to overcome or avoid преодолеть либо избежать vikshepa, distraction. отвлечения викшепу. But by Krishna's mercy, Но благодаря милости Кришны Lord Nityananda's mercy, или милости Господа Lord Нитянанды, Chaitanya's mercy, милости Господа Чайтаньи, Guru's mercy, милости Гуру, it is very easy. это очень легко. Therefore we should pray with tears in our И мы eyes должны молиться со слезами на глазах for this kripa. Об этой крипе. This is our only means of salvation. Это только наш метод спасения. It's very nice. Harinam Chintamani. Очень замечательная цитата из Харинам I Чинтамани. think this is a book that everyone here should read at least once a year. Как минимум, каждый должен читать эту книгу раз в год. How many of you have read Harinam Chintamani? Кто уже прочитал ее? It describes each offense one by one И эта книга описывает каждое оскорбление одним за другим. by Bhaktivinoda Thakur. Шрила Прабхупады. There's one chapter on each offense. И каждая глава описывает определенное оскорбление. And it's because of these offenses И благодаря этим оскорблениям we're not experiencing pure love. мы не можем ощутить чистую любовь. And we're not experiencing pure love. И на самом деле мы не испытываем этих вещей. So it must be some offenses. Должно быть какие-то оскорбления у нас присутствуют. So you should read this Harinam Chintamani every once a year. И, пожалуйста, надо читать эту книгу как минимум раз в год. So number 10, holy name is Nija Sava Shaktis. Святое имя является Ниджа Сарва Шактис, то есть в нем присутствуют все шакти Бхагавана, все могущество Кришны. So what does Bhagavan mean? Что значит Бхагаван? Avan, Van means to possess. Ван значит владеть. Bhag, all beauty, Всей красотой, all knowledge. все знание. What else? Что еще? All strength, Вся сила, all renunciation, все отречение, all fame, all wealth, богатство all и paisa. Yes. Holy name is complete. Святое имя является полным завершенным. Number 12. Номер 12. It descends into this world as a complete incarnation. Святое имя не сходит в этот мир в качестве полноценной инкарнации Господа в буквенной форме и является воплощением высшей сладостной расы. Some people ask, has God appeared in this age?
И какие-то люди могут спросить, а неужели Господь явился в этот век? So we can say, well, he appeared 500 years ago. И мы можем сказать, что он явился 500 лет назад, As Lord Chaitanya. как Господь Чайтанья. And then 5,000 years ago as Krishna. И, конечно же, как Кришна 5000 лет назад. And then in Treta Yuga as Ram. И также в Трета-югу. In the Satya Yuga as Nishingadev. И в Сати-югу, как Нарисингадев. But he's also present now. Но он также присутствует сейчас in the form of his name. в форме его Святого Имени. Namavita. Намаватар. And this name anyone can take. И это имя может каждый принять. Just like yesterday I went for a walk in the park. Например, как вчера я вышел прогуляться в местный парк. And the devotees were there chanting. И преданные воспевали святые имена. It was very nice. Это было очень замечательно. And people were walking by with their dogs. И люди ходили со своими собаками мимо. And they were hearing the holy name. Они слышали святые имена. The trees were getting purified. Деревья также очищались. The grass, Трава, the insects. насекомые. And I was sitting there thinking how nice this is. И я думал так, как замечательно слушать святые имена. And it went on for over 1 hour. И то есть я был там, находился где-то около 1 часа. And then they stopped. Зачем они остановились? And I felt something was missing. И я чувствую, что что-то я упускаю в жизни. Like vacuum. Как вакуум. Holy name had stopped. Святое имя было остановлено. So this is happening all over the world now. И это происходит во всем мире сейчас. Kiev, Dnipro, probably Moscow, Durban, Johannesburg, America. Devotees going into the cities and chanting. Преданные по всему миру повторяют святые имена в Америке, в Йоханнесбурге, в Дурбане, в Москве. This is the mercy of Lord Chaitanya. Это милость Господа Чайтаньи. And specifically Srila Prabhupada's mercy. И в особенности милость Шрилы Прабхупады. Who took the holy name out of India. И он взял святое имя, и он привез его на запад из Индии. And brought it into America, England. Привез его в Америку и в Англию. So the next 6 quotes are all about Nama Bas. И следующие 6 цитат описывают Nama Bas. So number 1, Nama Bas Первое. is endowed. Read. Nama Bas наделена удивительной способностью призвать любую дживу обратно к Богу. Unimaginable. Невоображаемое. And what's the example? Что за пример? I gave on Wednesday the example. Я давал в среду вам пример. Our great scholars, О великие ученые, pandits, пандиты, panditinas, yogis, йогис, yoginis, swamis, swaminis, Ajamil. Yes, the Bhagavatam gives quotes in Chaitanya Charitamrita Ajamil. Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрита дают цитаты об Аджамиле. Although he chanted the name Narayan, Хотя он повторял святое имя Нараяны, Grinam means to chant, he was referring to his putra, son. но на самом деле он ссылался на своего сына Путра. Nevertheless, Тем не менее, Ajamil Agad, Ajamil Api Agad Dharma. He went back to the spiritual world. но здесь цитируется, что он отправился в духовный мир. Dharma means spiritual dharma. Дама значит духовная обитель. Agad, attained. Достиг. So then the Bhagavatam says, what to speak of those that chant with faith and reverence. Но Бхагаватам говорит, что говорит о тех, кто воспевает святое имя с благоговением и верой. Kim tak shradaya granam. What to speak of people like you who are chanting every day. Что говорит о вас, о тех людях, которые воспевают каждый день святое имя. And you know what you are doing. И вы знаете, что вы делаете. You're worshipping Krishna, not calling out name of son. Вы поклоняетесь непосредственно Кришне, вы не зовете своего сына. So Ajamil was able to attain the spiritual world. И Аджамил, он был способен достигнуть духовного мира. Then surely you can as well.
И наверняка вы также. Да? It's just logic. Это просто логика. Story of Ajamil very interesting. И история об Аджамиле очень интересна. When Ajamil gave his son the name Narayan, И когда Аджамила дал своему сыну имя Нараяна, immediately all his past sinful reactions were cancelled. незамедлительно все его греховные реакции прошлого были прекращены, уничтожены. And then he continued to call Narayan, Narayan, Narayan. И он продолжал взывать своему сыну Нараяна, Нараяна, But Нараяна. he was not calling Lord Narayan, but Putra Narayan, son. Но он не звал Господа Нараяна, но обращался к своему сыну Путре. And he was engaging in sinful activity. И также он продолжал заниматься греховной деятельностью. Prabhupada describes his wife was like the prostitute. И Прабхупада описывает, что его жена подобна проститутке. He was eating her food. И он ел пищу. And then he was dying. И затем он умирал. I understand he was 88. И он был 88 лет от роду. And because he was dying, he thought of what he was the most attached to. И когда он умирал, он думал о тех вещах, к которым был он наиболее привязан. Whatever you're most attached to, that's what you think of at the time of death. И к тому, чему мы привязаны, мы будем думать об этом в момент смерти. So if it's your football team, you think of the Ukraine football team. Если вы привыкли думать о футбольной команде, то вы будете о ней думать как раз. If it's your daughter or son, you think of them. И если вы привязаны к дочери или сыну, вы будете думать о них. If it's your Mercedes car, you think of your Mercedes. И если вы привязаны к своему Мерседесу, то вы будете думать о нем. I remember I would go to many funerals, crematoriums, burning of bodies in South Africa. Я помню, что раньше я часто посещал крематории и разные программы с этим связаны, похоронные. And sometimes I'd walk around the graveyard for a while, just chanting Hare Krishna. И иногда я любил прогуляться так по кладбищу и почитать Харе Кришна. And I would see gravestones. Я видел надгробные плиты. And one gravestone was shaped like Mercedes car. И одна плита была в форме машины Мерседес. And then the person is buried in the boot of the. И личность, она была похоронена как раз в багажнике этой плиты в форме Мерседеса. So strange. Очень странно. Anyhow, so whatever you're most attached to, that's what you think of. То есть, так или иначе, о чем мы, к чему мы привязаны, то мы и думаем в момент смерти. Prabhupada gave example, one rich man was dying. И Прабхупада, он дает пример о том, как богатый человек умирает. And the helicopter came to take him to hospital. И прилетает вертолет, чтобы взять его в больницу. But before the helicopter flew off, Но перед тем, как вертолет улетел, the dying man said, "No, just go around in a circle in the sky, so I can see my house." и перед тем, как улететь, этот человек больной, он говорит, ну, давай сделай кружок вокруг моего дома, чтобы я посмотрел с высоты последний раз. And then, as it's going around in a circle, he dies. И тем временем, когда он летает по кругу, он умирает. And Prabhupada said he will take birth in that house. И Прабхупада говорит, что ты родишься в этом доме. Maybe he's a tree, Может, как дерево, maybe insect. может, как насекомое. When Prabhupada visited a temple in Australia or New Zealand, Australia. И Прабхупада рассказывает, что, вернее, Прабхупада посетил храм в Новой Зеландии, в Австралии. There was a tree in the courtyard. И было дерево на дворе этого храма. And Prabhupada said, "This is the owner in the last life." И он говорит, что это был владелец этого дома в своей предыдущей жизни. He attached to the house. То есть он был настолько привязан к этому дому. So Ajamil was attached to his youngest son. И Аджамил, он был привязан к своему младшему сыну. And he calls out, И он позвал. "Narayan, Narayan, Narayan." Just think you're dying. Call out with more energy. Давайте вы подумайте, что вы Last breath. Последний вздох. 1, 2, 3. So he's not
talking about Lord Narayan, but Narayan Putra, Narayan's son. И он не говорил о Нараяне Боге, он говорил о сыне Нараяне. So obviously, he's been very sinful. И очевидно, он был очень греховен. So the Yamadutes come. И пришли Ямадуты за ним. Terrible looking people. Ужасно выглядящие люди. Like out of some horror movie. Как из фильма ужасов. Like Count Dracula, Frankenstein. Как граф Дракула или Франкенштейн. But at the same time, the Vishnu Dutes come. Но в то же время Вишнудуты также подоспели. Why? Почему? Because he chanted the name of God. Он повторял Святое Имя Бога. So now Ajamel's in a coma. И сейчас Аджамил, он находился в коме. He can't move. Не мог двигаться. But he can hear. Но он слышал. And he's hearing the conversation. И он слышал этот разговор. And the Vishnu Dutes defeat the Yamadutes. И Вишнудуты, они разгромили Ямадута. The Yamadutes go away. Ямадуты ушли в So покинность. Ajamil gets Sadhu Sangha. И таким образом Аджамила получил саду сангу. Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anata, Atmanirvritti, Nishta, Ruchi, Ashakti. So he starts now on the process. И он таким образом начал процесс. So because he chanted Narayan, потому что он повторил Святое Имя Нараяна. Krishna gave him the association of his devotees. И сразу Кришна незамедлительно дал ему общение с преданными. The Vishnudutes. Only a devotee can give you Krishna. И только преданные могут дать вам Кришну. Krishna does not give himself. Кришна сам себя не дает. Srila Bhaktisiddhanta said that. Это сказал Шрила Прабхупада. Only a devotee can give you Krishna. Только преданные могут дать Кришну. So Lord Vishnu, he gives Ajamil the association, Sangha of the Vishnudutes. И таким образом Аджамил, он получил сангу Вишнудута. And he listens to the Vishnudutes. И он слышал их. And he understands what they're saying about the soul. И он слышал их разговор о душе. And he feels very sorry for being sinful. И он очень сожалел о том, что он был очень греховен. And he wants to apologize. И он хотел извиниться за это. And he also feels great affection for the Vishnudutes. И также он почувствовал великую привязанность к этим Вишнудутам. Because they're like his gurus. Но они подобны гуру. Just like you feel affection for Prabhupada. Так как вы чувствуете любовь и привязанность к Прабхупаде. You feel affection for your guru. И вы чувствуете привязанность к гуру. You feel obliged. Вы чувствуете обязанность. You feel in debt. То есть вы в долгу перед ним. So Ajamil, he wanted to talk to the Vishnudutes and thank them. И Аджамил, он чувствовал такую потребность поговорить с ними и поблагодарить их. And the Vishnudutes saw that. И Вишнудуты увидели это. And then they disappeared. И они исчезли. That was to increase Ajamil's separation. Это было сделано для того, чтобы увеличить его разлуку с ними. If I give you big diamond, Если я дам вам большой бриллиант, worth $10 million, который будет стоить 10 миллионов долларов, and I give it to you, я дам его вам, but then I take it away from you, но затем заберу его. you feel great separation. Вы будете чувствовать великую разлуку. Да? Especially if you're from Ukraine. И особенно, если вы с Украины. So, the Vishnudutes, in order to increase Ajamil's separation move, Vipralamba, И Вишнудуты, для того, чтобы увеличить его состояние разлуки, випраламбы, they vanished. они исчезли. And then Ajamil, he had now Sadhu Sangha. И Аджамил таким образом получил общение с Садхусангом. He had some Sambandhana Gyan, knowledge of who he was. И он обрел самбандха гьяну, знание о том, кто он был. He realized, I've wasted my life. И он реализовал, что он на самом деле попусту потратил свою жизнь. But Krishna, Lord Narayan has been very kind to me. Но Господь Нараян, он был очень добр ко мне. So he became detached. Он стал непривязанным. When you have knowledge, you become detached. Когда мы получаем знания, мы обретаем непривязанность. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojiti. From knowledge comes detachment. Из знания приходит отреченность. So he actually gave up his wife, И он бросил свою жену, who was apparently a sinful person. которая была на самом деле очень греховной
личностью. And he gave up his family and the young baby Narayan. И он оставил свою семью и маленького сына Нараяну. And of course he was 88 years old anyhow. И он уже был 88 лет от роду. And he went to Hardwar. И он отправился в Харидвар. Why he went to Hardwar? Почему он туда пошел? Why he didn't go to Vrindavan? Почему он не отправился в Вриндаван? Or Mayapur? Или Майяпур? Or Puri? Или Пури? Why Hardwar? Почему Харидвар? Because his worshipful Istadev is Narayan. Потому что его поклоняемое божество Иштадев является He is Нараяном. Vaikunthaman. И он человек своей кунхи. So why he goes to Vrindavan? Почему должен идти во Вриндаван? He went to Hardwar. Он отправился в Харидвар. And there he remained secretly И он оставался там незамеченным, in hiding. так сказать, замаскированным. He was hiding. Он прятался. And he didn't tell anyone what had happened. И он не говорил никому, что случилось. Prachimo, Почему? oh great scholars. Великие ученые. Пратишта. Yes, he would have got pratishta. Да. Worst thing for bhakti. Это самая худшая вещь для бхакти. Name and fame. Имя и слава. People worshiping you. Люди поклоняются вам. Worst thing for bhakti. Худшая вещь для бхакти. Humility is the best thing. И смирение это лучшая вещь. So when people glorify you, bow down, sometimes the pride comes. И когда люди кланяются перед вами и прославляют вас, иногда гордость приходит. So Ajimo remained quietly. И Аджамил он оставался очень тихим. And then a few years later, И несколько лет спустя again he's about to die. он опять подошел к порогу смерти. And the same Vishnu dudes come. И те же Вишнудуты пришли He recognizes. и узнали его. Same Vishnu dudes. И он узнал их. And they take him onto a Vimana aircraft. И они его забрали на свой виманный самолет космический. Not Boeing 737. Не Boeing 737 Not Airbus 380. или Аэробус А300 Not Aeroswift. или Аэросвифт компания. Vaikuntha plane. Это самолет с Вайкунтхи. And he goes to Vaikuntha. Он отправился на Вайкунтху. So you see how Ajimo got the mercy. И вы можете увидеть, как Аджамила получил милость. So we can also get that mercy. И мы можем также обрести такую же милость. We already have that mercy. Мы уже имеем всю милость. And we should try to give it out to others. И мы также должны попытаться дать это другим. Friends, Друзьям, family members, членам семьи, other people living in Dnepro, другим людям, которые живут в Днепре, in the park, в парке, например, give out holy name, раздавая Святое Имя prasad, и просад. rathayatra. If you have something good, you should want to share it. Если вы имеете что-то хорошее в себе, вы должны делиться с этим. But if you are like Scrooge, Но подобно скупцу, you know Charles Dickens, Scrooge, это роман Чарльза Диккенса. you're Charles Dickens. You're like miser, a miser. Подобно скупцу. Keep it all yourself. Тот, который держит для себя. In the Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur says, И в читании Бхагавади Вриндаван дас Тхакур говорит, there's two types of people. два типа людей на самом деле. One lady, she feeds herself Один, который кормит сам себя, only. только. The other lady feeds herself and others. И другая женщина, она кормит других также. So who's the best? Кто лучше? The second one. Второй, правильно, лучше. So we nourish ourselves with bhakti, Мы питаем свою бхакти, and we try to give it out to и мы others. также пытаемся дать это другим. And that keeps our own bhakti alive. И это держит наше бхакти пробужденным. So this is called preaching. Это является проповедью. Yes. So we must preach Мы должны проповедовать. to help pay back our debt Мы должны платить свой долг to Srila Prabhupada, Шрилы Прабхупаде, Bhaksidanta, Шрилы Бхаксани. Bhaktivinoda. Srila Prabhupada ki Jai. jai. So, Ziva, any questions?
Кто-то имеет какие-то вопросы? Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Погромче, если можно. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, во время смерти помнить о Кришне. Часто говорят, что во время смерти агонии люди вообще не в состоянии что-либо помнить. Помнить о Кришне, это происходит по милости Гуру. Скажите, пожалуйста, как вообще, какое должно быть у него настроение, о чем нужно думать? The questions you mentioned about death, and we have to remember Krishna in the time of death. But it is very difficult to remember Krishna because we're in agony. And what should be our mood? How we can succeed in the time of death? Shmita Jnanam Aponamcha, Bhagavad Gita chapter 15. Бхагавад-гита, 15 глава. 15. Sabhasya Chaham Pradeep Chanavishta Shmita Jnanam Aponamcha. I am situated in everyone's heart. Кришна говорит, Burn them every day. можете держать эти распечатки святых и приносить каждый These are actually for the devotees. Это для преданных. I am situated in everyone's heart. Я нахожусь в сердце каждого, Кришна говорит. From me comes remembrance. От меня приходит память, Jnanam, knowledge. знание Aponamcha, и forgetfulness. забвение. So by Krishna's grace you can remember him. По милости Кришны мы можем только помнить его. And not always when there's death is the pain. И когда во время смерти мы чувствуем боль. Не только во время смерти, во время боли. Не только во время смерти, во время боли. Но помни. Не только во время смерти мы чувствуем боль. My grandfather, мой дедушка, he fought in a World War I. Он воевал во Второй мировой войне. Aircraft pilot. Он был пилотом самолета. And my father. И мой отец также. My babush father. Grandfather. He was staying in the house I live in England. То есть он жил в том доме, где я жил в Англии. He was all right. Он был в порядке. Not too bad. Не так плохо. Like 90 years old. 90 лет. And father took him a cup of tea. И мой отец дал ему чашку чая. And then he drank a cup of tea. И он так пил чашку чая. He had heart attack. И получил сердечный And удар. died straight away. И умер прямо на месте. So I don't think much pain there. Там не было очень много боли. Pain is the worst. Боль является худшим вариантом. So we don't want pain. Мы не хотим боли. When Maharaj Parikshit was bitten by the snake, Когда Махарадж Парикшит был укушен змеей, he didn't even know what was happening. и он просто не знал даже, что случилось на самом He деле. was thinking of Krishna. Он думал о Кришне. He didn't even know what was the snake. То есть он вообще не знал, что это за змея. And one of my first disciples, Один из моих первых учеников, very nice man, очень хороший человек, big. такой большой. I think I initiated in 1991, 1990. In the morning, he went and sold 3 Bhagavad Gitas. То есть этот человек, я его инициировал в 90-91 году, он вышел утром продать Бхагавад-гиту. 71 years old. 71 год вот это. And then he came back and he had lunch. И затем он вернулся после этого и принял обед. Then he went to some ceremony, some Hindu И ceremony. он отправился на какую-то хинду церемонию. Also gave out some books. И там раздавал книги также. Came back and at night, 8:30 at night, he had pain in his heart. И он вернулся назад, и в 9 часов вечера, в 9:30 он почувствовал боль в области сердца. So family called ambulance. И семья вызвала скорую помощь. But ambulance took a long time to come. Но скорая, как всегда, она долго ехала, как это обычно, Typical. типично. So the family put him in the car to drive him to hospital. И семья его поставила в машину и отправилась в больницу. When they got to the hospital, he passed away.
И когда они как раз приехали к госпиталю, то он оставил его. So his whole death passing away 1 hour. То есть этот момент смерти он растянулся на целый час. And that's very, very good. И это очень хорошо. And the same day gave out Bhagavad Gitas. И в тот же день он раздал Бхагавад-гиту. A very special way to go that. Очень хороший путь уйти из этого мира. Krishna many times helps. И Кришна помогает во многих случаях. There was another disciple I had, he was in the hospital. И другой мой ученик, он был в больнице также. And they put oxygen mask on him. И он дышал через кислородную маску. He was dying. И он умирал. And he tore it off. И он так сорвал эту маску с Because he себя. couldn't chant Hare Krishna. Потому что он не мог повторять святые имена. And then loudly he was going, Hare Krishna, Hare И он Krishna. начал громко повторять. And all the doctors and nurses came around. И все доктора и медсестры сбежали к нему. Started preaching to them. И он начал проповедовать им. And then passed away. И ушел таким образом. And these are just congregation members. И они были просто людьми из общины. Never lived in the temple. И никогда не жили в храме. You know? Like many of you congregational members. Как вы являетесь такими людьми из общины. It wasn't sannyasi. То есть он не был саньяси или гуру. You know, hadn't studied properly scripture. Он, может, не изучал так правильно и так глубоко Писание. So Krishna consciousness is very powerful. Сознание Кришны является очень могущественным. And all of you are getting this mercy right now. И вы сейчас все получаете милость. Try to give it to others. Попытайтесь дать это другим. Шрилы Прабхупады ки джай.